Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Второй прогноз на декаду, на 10 дней с 1 по 10 августа. Давайте узнаем, какие события вас ожидают, что нам подскажут карты. И у нас две колоды. Первая колода 78 дверей. Открыты двери или закрыты? Может быть, сами куда-то не пойдем, я такое тоже могу допустить, но карты больше передают именно событийный ряд или какое-то конкретное действие. Итак, давайте с вами узнаем, после мы дополним, что нам скажут карты Таро уже, что прояснится, например, кто или что появится неожиданно. Вот такие вопросы зададим картам Таро. А первая колода пусть нам раскроет, какие же события все же в эти 10 дней ожидает ваш знак зодиака. И это будет как потоковая информация. Мы не задаем вопросы, а позволим картам, как знаки судьбы, перед нами раскрыть палитру событий, с чем это будет связано. И пусть это будут какие-то приятные сюрпризы. Но, может быть, и будут те темы, которые нужно обдумать, на чем акцентирует ваше внимание эта колода, как знаки судьбы. В эти 10 дней с 1 по 10. Итак, так что ж там будет проясняться? Вот такой вопрос хочется задать. Я не могу сказать, что прямо что-то проясняется. Первая декада августа, она больше располагает к отдыху. Или собственную перезагрузку, может быть, вы делаете, да, когда у кого-то это может касаться здорового образа жизни, смены имиджа. И это все укрепляет наше, как и здоровье где-то, да, самоуважение, самодостаточность формирует. Итак, так что ж там прояснится для вас? А может быть и правда есть тема, которую вы хотите прояснить. В чем ваша сила, мои дорогие? В чем ваша ресурсность? Или что вам удается со знаком плюс? Кто или что появится неожиданно? Давайте узнаем. И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, ваши достижения. У кого-то учеба, у кого-то документы перекладываете на себя. Или домашние, может быть, дела. Согласование. Почему нет? Сфера финансов. Любовь и личная жизнь. Итак, знаки судьбы. Что же нам тут как знак? Ух, королева жезлов. Это карта сильного человека. Нам показана королева, и нет закрытых дверей. Более того, триумфальная арка. Ну, может быть, и человек, который рожден под знаком зодиака, стихии огня, Овен, Лев, Стрелец, или имеет в этом знаке асцендент, или, может быть, даже по Луне, ну, кто знает. Но ведь это карта сильного, действительно сильных личностей, которые надеются, с одной стороны, сами на себя, а с другой стороны, мои дорогие девочки, это где-то вы будете сами, когда вы поставили перед собой какую-то задачу, цель, и вот я этого добьюсь. И вы правда этого добьетесь. Королева жезлов, тем не менее, несмотря на вот огненную страстную натуру, она умеет хранить молчание. Тайны свои и чужие. И поэтому ей больше доверяют, и поэтому она умеет вот с этой информацией ей люди раз доверяют, значит, больше информации несут. И вот она умеет правильно провзаимодействовать. И она очень удачлива в вопросах денег. Для кого-то это как бизнес-вумен. Мои дорогие мужчины, для вас это может еще и помимо вот даже таких энергий, которые вы можете ощущать, как ваша задумка. Но я об этом никому не говорю. Вы можете вот какую-то свою намерение, цели вот уже прорабатывать, где-то детализировать, тезис-планы составлять. Но это может быть еще и страстная любовь. Вы будете, может быть, испытывать какой-то, ну, интерес к определенной персоне. И тут мы не увязываем со знаками зодиака, это просто ваш интерес может быть такое тоже. Но всегда ведь по этой карте есть именно наша задумка. Это для всех, когда мы хотим что-то осуществить. Но это дело, эта тема, она требует додумывания или детализации, чтобы ну, где-то предвосхитить то, что может пойти не так. Предупредить, я бы сказала. Второй знак судьбы – радость. А у кого-то, правда, страстная любовь. Как и девочки мои дорогие, вы будете очень притягательны для противоположного пола, так и мужчины. Может быть, и хочется вот этих отношений страстных, даже если вы один или одна, тут вы задумаетесь, а надо ли мне. Так, это одиночество и подчасти личной жизни, любви.
безусловно, туз кубков, что может быть лучше, да. Но это может быть и рождение новой идеи, давайте будем реалистами. Все же я должна сказать, радость будет. Может быть, это какой-то приятный сюрприз или исполнение желания. Пусть желание не что-то грандиозное, но, мои дорогие, вас что-то будет радовать. Есть тема, которая вас и вдохновит, которая вам открывает горизонты, когда, ну, вы любите где-то сами себя. Вот об этом нам говорят карты. Тут ведь какие-то вам еще предстоит решать вопросы. Это факт. Но когда мы добрее к самим себе, когда мы себя не корим, когда мы позволяем себе ошибаться, идти дальше, тем не менее, да, не останавливаться. Вот это все способствует тому, что вы еще большего достигнете. Правда, добрые карты, как и ресурсные, так и такие чувственно наполненные. Здорово, но уделить внимание личной жизни, как будто определенный смысл. И ведь эта карта еще и статусная. У кого-то по личной жизни смена статуса. Или вы, может быть, даже впервые в жизни об этом задумаетесь. Мои дорогие девочки, для тех, кому, соответственно, и по возрасту, и по поставленным целям эта карта может означать, вы ждете ребенка или подготовка, да, стать мамой. Но для всех остальных все-таки императрица у нас не только буквально плодовита, но карта императрица – это ресурсного человека на идеи, на вдохновение, на творчество, на какие-то задумки совершенно в каком-то новом ключе. Например, вы прежде не думали, а тут вы задумаете именно свое личное дело, или вторичный доход, может быть, через эту именно сторону, как бы финансовую, к вам придет вот такая мысль. Или когда вам просто станет что-то интересно. Вы можете и менять что-то дома тоже. То есть понятно, что для девушек, женщин эта карта, она дважды эту ресурсность усиливает, а еще тем более с картой королевы жезлов. Тут вот хотим мы что-то совершить, и обязательно у нас это получится. А для вас, мои дорогие мужчины, правда, тут есть важная женщина в вашей жизни, которую не хочется упускать. Я так думаю. Или эта карта еще говорит о том, что вопросы дома, вопросы, и в целом это для всех, конечно, родственники, да, все то, что связано, или наш ближайший круг общения, вот это тоже тут может проходить. Карта может свидетельствовать точно так же о том, что мы задумаемся и будем строить карьеру. Почему нет? Или решать что-то по финансам. Ну, самая разная палитра, но самое главное, все то, что я говорила по тузу кубков, эта карта усиливает и имеет продолжение, счастливое продолжение на будущее. Вот посмотрите, знаки судьбы говорят о том, что у вас доброе время. Я должна сказать, это не про 10 дней. У вас на несколько лет вперед. Правда? Ресурсное время. Не упустите его, мои дорогие. Ладно, что прояснится? Опа, ну, наверное, можно наш расклад с вами завершать. Смотрите, две карты императрицы. Уже сколько лет, скажем, знакомая с картами. Ну, вообще, очень редко. Крайне редко выпадает вот так, чтобы именно императрица дважды повторялась в раскладе. Вот что прояснится. Все те вопросы, когда есть и реальность какая-то, да, или материализм, все-таки это материальная где-то карта. И в то же время есть что-то возвышенное. Вот возвышенное и земное вы соединяете. Когда не просто мечта ради мечты, или какая-то идея, которая экзальтация какая-то, да, или предположение. А когда мы можем это сделать явью, сказку сделать былью. Вот как раз императрица может. И проясниться тут может любой вопрос, как и по части взаимоотношений, как и по части карьеры, как и по части финансов, так и по части дома. Но энергия, я уже о них говорила. В чем ваша сила? Когда вы быстро перестраиваетесь, когда вы быстро реагируете на новости, когда вы быстро, может быть, и, ну, не совсем быстро по пажу Пентакли, должна сказать, но, по крайней мере, вы начнете рассматривать в тот момент, когда вы эту новость получите. Не отложите в дальний ящик, а начнете вы рассматривать новый вариант сотрудничества, перевод отношений на новый уровень, новый способ решить какое-то дело. То есть сама какая-то преамбула, она старая, или уже вам что-то знакомо, будь то человек или тема знакома. Но подход совершенно иной. Не случайно по пажу это совершенно
какие-то наши или новые действия, или подготовка к таковым, или вот как карту смотрит, может быть, новое направление буквально, способ решения того или иного вопроса. Может быть и напрямую. Для кого-то это будет связано с поездкой, переездом, и вы будете маршрут себе прокладывать, и в этом ваша сила. Мы берем ориентиры и рассматриваем все варианты, мои дорогие, и в этом ваша сила. Да вообще, знаете, вот если и есть такое время, когда мы говорим «мне везет» или «сейчас фортуна», вот что-то подобное в эти 10 дней вам хотят раскрыть карты. Ладно, кто или что появится неожиданно. Вот смотрите, 2 пажа. Информации может быть много, а может быть и немного, но какие-то 2 известия или 2 новости. Может быть, это одно новость или ваша какая-то задумка, но есть точно ваше основополагающее в чем-то решение. Вот как минимум одно ваше решение может может быть или можно считать каким-то судьбоносным, словно выбрать новое направление. И пусть, повторяюсь, вопрос, тема, человек – это то, что вам известны, но это в другом ключе. Это когда вы что-то можете переиграть, переделать или реструктурировать. Пусть это может быть и связано с приходом даже нового человека, я такое допускаю, который словно врывается в вашу жизнь. По пажу мечей такое бывает. Или может новость какая-то быть настолько неожиданно шокирующей. Я это тоже не исключаю. Все-таки это паж мечей. Меч, он словно пронзает, разрезает даже воздух, да? И это элемент неожиданности. Мы что-то не предполагали. Или, может быть, мы где-то подзастряли, а тут эта информация приходит и нам, ну, так правильное направление дает. Поэтому от чего-то не отказаться. В этом будет ваша сила. И я должна сказать, возможности чаще всего приходят тем путем, который мы ни разу не ждали. Или встречают нас в том месте, где мы даже не предполагали. Не отказывайтесь от чего-то. Вам отсюда только вперед. И не упустить, вот самое главное. Ладно, сфера ваших достижений. Вы посмотрите, какая у вас перезагрузка. 3 пажа. Пажи – это вестники. И пажи в целом – это новое направление. Пажи – это когда мы сами учимся. И по пажу кубков это вас что-то радует. Опять же. И 2 карты императрицы. Посмотрите, у кого-то вопросы семьи, вопросы детей. И здесь, вы знаете, тут больше радости, тут каких-то больше возможностей, больше вдохновения. И не важно, что это у кого-то поездка, у кого-то очень важное может быть решение, да, или какая-то возможность части личной жизни, в личных отношениях, может быть, перевести на новый уровень эти отношения, а у кого-то вдохновение. Среди вас много творческих людей, мои дорогие. И здесь вы как новый импульс, новый инсайт. Не случайно паж кубков словно пишет картину. Вот вы пишете картину своей жизни с чистого листа. И это вам на достижение. Да, еще что-то предстоит узнать. Но то, что вдохновение и радость по сфере достижений проходят, может быть, и какие-то новые возможности. Вот эти 2 карты императрицы, повторяюсь, они могут проиграться абсолютно в любой сфере. Что же там по части денег? Ого, король жезлов, пара нам выпадает. Ну, наверное, личная жизнь требует точно вашего внимания. Конечно, король жезлов тут не совсем о финансах, но зато по 2 картам императрицы мы уже говорим. Деньги есть и деньги будут. Но это могут быть как новые способы заработка. Кстати, я такое допускаю. Или для кого-то из вас это может быть еще, знаете, как встреча с человеком, важная встреча. Может быть и договоренности какие-то. Вам придется согласовать что-то. Это будет касаться либо недвижимости, ну пусть и даже движимости, к примеру, есть, ну, машина, например, да, но это уже какая-то сумма денег, это не совсем банальная трата, или это будет ваш дом, но чаще по королю жезлов это проходит харизматичный лидер, и я должна сказать, это вам самим захочется быть таковым, да. Видимо, может быть, и для девочек это где-то и ваши собственные ресурсы, и, может быть, ресурсы партнера. Но я могу сказать, вы, если ищете, к примеру, у вас личное дело, или вы хотите его создать, вы ищете единомышленников.
Такого вы тоже человека можете найти. И не важно, что у нас здесь король. Просто энергетика карты, вот она такова, именно лидерская, да, огненная, имеется в виду какое-то страстное желание что-то осуществить. И это на финансы. Но карта нам говорит так же. При всем при том, что мы взаимодействуем или есть какие-то идеи, но надейся сам на себя. Вот если мы надеемся сами на себя, значит, мы какие-то, ну, как можем предсказать или где-то мы более осторожны. Мы понимаем, что даже если нам человек что-то обещает, это не гарантирует, что он будет держать свои обещания. Но две карты императрицы, они ведь тоже говорят, какая-то стратегия финансовая, она должна быть в центре внимания, поскольку деньги, повторюсь, это один из способов взаимодействия с миром. Ладно, на личную жизнь пара у нас выпала, нулевой аркан. У кого-то и новое знакомство, страстная любовь, опять же, да. Те отношения, которые развиваются стремительно и быстро. Могу такое допустить. А у кого-то пересмотр статуса по отношениям. Для кого-то по этой карте путешествие, может быть путешествие в отпуск, а для кого-то знакомство в этом путешествии. Этого я тоже не исключаю. Здесь самое главное, знаете, вас что-то не просто радует, а наполняет, как будто оставляя все тревоги позади. И поэтому карта говорит: ты тут аккуратно, потому что не замечтаться. Всегда ведь шут изображен на краю пропасти. Не быть, может быть, чересчур в чем-то самоуверенным. Самоуверенность, с одной стороны, это хорошо, но вот я неправильно выразилась, самонадеянным. Вот часто вот эта самонадеянность, она это как вторая стадия самоуверенности. И где там этот переход между первым и вторым? Он такой, ну, вариабельный, непонятный, нечеткий, да? И поэтому вот такие тонкие вибрации вам нужно в самом себе или в самой себе улавливать, когда, может быть, даже какая-то игра переходит в опасность. Вам нужно контролировать любую ситуацию. Может быть, и есть, и оно будет, правда, вот эта радость, наполненность, добрый период жизни, но постоянно, видимо, держать руку на пульсе или у себя спрашивать, а в реальной жизни, если что-то пойдет не так, что я буду делать? Надеясь на самого себя или саму себя. Ну, видимо, имеет смысл, ведь это старший аркан, и старший аркан никогда не проигрывается на короткий период, он всегда имеет более длительную дистанцию. А если мы говорим в целом об августе месяце, первые 10 дней – это более спокойное время. А уже вторая декада, там энергии будут меняться, там где-то 50 на 50. У нас сейчас еще ретроградный Меркурий может вернуть, как и людей, отношения, желания наши какие-то. Тут вот есть вот такие энергии. Но потом постепенно, как колесо истории набирает ход. Мы можем в первую декаду не видеть с вами те процессы, которые уже запущены. Мы о них узнаем, скорее всего, может быть, во вторую или даже в третью декаду месяца августа. И нам это будет просто сказано, или мы получим уведомление, да. Мы на это можем даже не влиять, но нам придется в нашей жизни это учитывать. Поэтому энергии августа разные. Вот я именно об этом хотела сказать. Поэтому не замечтаться все-таки тоже будет важно. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые. Я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишите комментарии, описываете ваши житейские ситуации. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.